Всем привет! Сегодня приготовим необычное блюдо. И сказать про это блюдо, что это вкусно, это ничего не сказать. Это просто шикарное, недорогое и очень-очень обалденно вкусное блюдо. Итак, как вы уже поняли, основным ингредиентом будет цветная капуста. Ее нам нужно постараться нарезать на стейки. Как обычно, сегодняшняя капуста меня подвела. Из этой капусты получилось всего лишь 2 стейка, а остальное все развалилось на небольшие веточки. Но и даже в этом нету ничего страшного. Небольшие веточки делаем более плоскими, так чтобы их было легко обжарить на сковороде. Сковородку устанавливаем на огонь чуть ниже среднего, и каждый кусочек капусты, будь то стейк, будь то эти маленькие веточки, нужно обжарить с 2 сторон до золотистого цвета. Обжарка капусты у вас займет примерно 2-3 минутки с каждой стороны. Ну и вот посмотрите, маленькие кусочки, которые обжарены, укладываем в форму для выпечки, а большие стейки я уложу в другую форму. Маленькие кусочки распределяйте таким образом, чтобы у вас получился более-менее равномерный слой полностью по всей форме. После обжарки капусты готовим остальные ингредиенты. 150-200 грамм твердого сыра натираем на крупной терке. 2 небольших помидора нарезаем кольцами, полукольцами, кому как удобнее. Ну и чтобы не было вопросов, обжаренные стейки из капусты я положил в отдельную форму для выпечки. Далее капусту в формах нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Чтобы получилось очень вкусно, для этого блюда нам понадобится фарш. У меня сегодня будет свиной фарш, но можно использовать любой, который вам больше нравится. Берем небольшое количество фарша, немного его отбиваем и делаем из него большие, но тонкие котлеты. Толщина не должна превышать 1 см. Итак, на капусту там, где кусочками, у меня получилось вот таких вот большие котлеты, а там, где стейками, на каждый стейк по одной котлете. Затем на все котлеты поверху нам нужно будет разложить красиво нарезанные помидоры. Далее, друзья, готовим очень вкусный соус. В пиалку добавляем 2-3 столовые ложки майонеза. 1 столовую ложку французской горчицы в зернах и 3 зубчика чеснока нужно пропустить через чесночный пресс или же натереть мелко на терке. И только затем очень хорошо все перемешиваем. Ну и после того, как сделали соус, его нужно будет распределить равномерным слоем полностью наверх на все помидоры, которые у вас получились. Ну а в самом конце берем натертый твердый сыр, который мы ранее натирали, и полностью весь сыр равномерно распределяем наверх на все помидоры с мясом. Слой сыра должен получиться не слишком большим. Только после этого отправляем все в разогретую духовку до 190 градусов на 35-40 минут. Но смотрите, если вы поменяете фарш, время выпечки может либо увеличиться, либо уменьшиться. Ну и конечно же, за временем выпечки следите по своей духовке, потому что у всех они разные и выпекают по-разному. Ну и через 40 минут у меня получилась вот такая вот необычная красота. Друзья, повторюсь, сказать, что это вкусно, это совсем ничего не сказать. Блюдо получилось очень нежным, сочным и обалденно вкусным. Я рекомендую вам попробовать приготовить по такому рецепту, и вы убедитесь, как же это вкусно. На этом, друзья, у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, напишите комментарий, что именно вам не понравилось. Также посмотрите мои прошлые ролики на канале, тоже обалденно вкусные. Ну и не забывайте поделиться своими рецептами вкусных блюд. На этом все. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.